Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Наш канал базируется в городе Измаил, Одесская область, это юг Украины. И мы сейчас находимся на грядке, где растет у нас озимый чеснок. Ну вот мы один раз уже показывали, когда мы цвела черешня, вишня, мы обрабатывали, то есть поливали чеснок в междурядьях очень таким доступным и простым средством. Сейчас мы о нем снова будем говорить. Но прошло уже больше 3 недель. Вот смотрите, что у нас на сегодняшний день. Вот. Давайте проверим. Я вот таким образом проверяю, что у нас творится сейчас с чесноком. Потому что сейчас снова должна пойти луковая муха. Я уже на луке, у меня там есть необработанный, уже видела этот результат. Так, сейчас мы посмотрим. Для профилактики я все время проверяю. Ну, чеснок хороший, нормальный, но для того, чтобы обезопасить его, я проведу завтра это мероприятие. Почему? Потому что сегодня водолей. Я водолеи не поливаю, и, естественно, подкормку не буду проводить. Но как я это буду делать завтра, чтобы у вас время было подготовиться, это будет сейчас показано. Идемте к лейке, я сейчас покажу. Это доступно каждому. Красивый чеснок, конечно. Сейчас, видите, сформированы листья, стебель, все это будет идти в чеснок. Значит, доступный всем вот этот материал. Это аптечный аммиак рощину, нашатырный спирт 10%. Я беру на 10 литров 2 столовые ложки. Вот смотрите, 2 столовые советские ложки. Это ни много и ни мало, это как раз у меня уже испытано, 3 года я этим занимаюсь. Вот, лук и чеснок. Ну, получается, почему мне приходится повторять? Потому что через 3 недели снова идет выводок. Не все же так делают, поступают с чесноком и с луком. И получается, что там, где выжили эти мухи, они перелетают, снова размножаются, перелетают на другие растения и ищут и находят там, где есть свежачок. Ну, в данном случае вот у меня вот такая ситуация. Что я буду делать? Я буду делать вот такой пролив. Даже будет, если дождь, вот так вот. Не под сам корень, а вот этот запах аммиака будет вот между рядами. Я уже не хочу, я когда первый раз проводила, я делала маленькую такую бороздочку для того, чтобы под корень попало. Но сейчас корни, видите, какие, они везде все заняли место, поэтому буду между рядами вот так проходить и проливать. Вот таким образом. И, по крайней мере, муха сейчас летит, она будет сюда долетать, а вот этот нашатырный запах нашатырного спирта будет ее отгонять. И мы сможем до сбора, момента сбора урожая, это еще 3 недели, как раз в июне месяце мы собираем озимый чеснок и озимый лук, мы сможем сохранить свой чеснок и лук и собрать уже в целости и сохранности. Вот такая важная тема. Да, кстати, мне пришло письмо о том, что стал желтеть чеснок, и вот какие-то чего-то находятся. Не могут даже описать, к сожалению, и фотографии не высылают. Скорее всего, у вас луковая муха, и эта муха откладывает вот сюда вот яйца на донышко. И иногда даже вот бывает, вот, кстати, нет, это грязь. Бывает, что вот так, здесь она откладывает в разных местах, там, где удобно, где молоденькое растение. Почему выгодно очень озимый чеснок и озимый лук? Он устаревает и созревает намного раньше. Естественно, луковой мухи, как ей откладывать сюда яйца, если здесь уже старое растение, и оно уже не подходит ни по зубам тем малышам, которые разводятся, это ее яйцекладка, и разводятся, и дальше будут летать, и через каждых 3 недели снова вылетать, и снова же портить продукцию, если эта продукция будет еще расти и дольше на грядке. Вот такая важная тема. Попробуйте, это самое простое доступное средство, и это средство не ядовитое, и не надо его долго искать. Нашатырный спирт есть в каждой аптечке. 2 столовые ложки на 10 литров воды прошлись между рядами. И таким образом ваши растения будут обезопасены. Сюда, по крайней мере, неделю никто не прилетит. А сейчас даже дожди, даже прохладно, все равно муха только находит хороший период. Только пару часов солнечных, тепло, она будет лететь и откладывать свои яйца для того, чтобы продолжить свой род. А нам испортить, естественно, продукцию. Не позволим мухам это дело сделать черное.
Раиса Греченко, Александр Волик рассмотрели свой чеснок. На луке мы тоже в некоторых местах есть, увидели, там, где не было обработано нашатырным спиртом. Мы об этом отдельно расскажем, покажем, там у меня эксперимент. Мы увидели, что нужно обязательно повторно сделать вот такую операцию, пролив раствором нашатырного спирта аптечного 10%. Прощаемся с вами, всего вам самого доброго, до новых встреч в новых видео.